Моя история Spirit началась с того, что в определенный момент мы познакомились с Никитой Чеширом. Их команда приехала к нам на буткемп. Мы сначала познакомились с Никитой, он оказался вполне адекватным менеджером. Начало эры киберспорта, там, 15-16 годов, это был вообще нонсенс, что человек понимает, зачем, почему, как он хочет, чтобы проходил там буткемп. У него были какие-то свои планы. Со временем их команда к нам стала приезжать намного чаще. И там кайсеры практически поселились у нас. Наш буткемп «Кузня» стал уже частью группы компаний, которые входят в Spirit. Я перешел уже работать в Spirit уже как менеджер. В свое время, в 2014-2015 году, я, Сережа Кузьмин и Дима Бережной решили сделать что-то, открыть свой бизнес. Мы не знали, что мы хотим сделать, но мы хотели делать что-то в киберспорте. Мы встретились с Нави, долго у них узнавали, что, как вообще, как команда живет. А потом они нам рассказали классную историю, что к этому турниру они готовились в Киев-спорт-арене, ели дошираки и спали где-то на матрасах вот рядом с компами. Хотя на тот момент Нави это была, самая топовая организация СНГ. И мы подумали, что было бы круто сделать какой-то отель, место, куда могла спокойно приехать команда, заплатить денег, у них было бы удобное место проживания, сразу еда, компы, чтобы они ни о чем не парились. Где-то осенью 2015 года мы открыли буткемп, который назывался Cyberforge. К нам стали там ездить команды. То есть сначала это была Vegas Squadron, потом там были Virtus.pro, а потом Spirit. И так со временем многие команды СНГ у нас буткемпились. И Никита понимал, что его команды довольно много проводит у нас времени, и он платит за это деньги, и это не очень удобно. Плюс получалось так, что у нас довольно буткемп был ограничен, плюс мы еще коммерческий проект, и если, допустим, Спириты не успевали забронировать какой-то слот, то получалось, что одна команда могла буткемпиться, а, допустим, дотеры не успевали. Приходила уже мысль к тому, что у крупного клуба должен быть какой-то свой дом, своя база, так называемая. Никто лучше нас, как тогда, так и сейчас, не понимает, как построить свой дом, что там должно быть, как должны располагаться комнаты, какие там мощности на компы и все прочее. Было принято, что мы поможем в строительстве, создании базы для Spirit. Никита обсудил это с владельцами Spirit, и было принято еще решение, что почему бы нас, как компанию, тоже не выкупить, потому что бренд уже был известен, у нас был какой-никакой штат. То есть на тот момент у нас было 7 человек. Вебс и Вова Шутиков. Это 2 Вовы, которые у нас сейчас как раз менеджеры в нашем доме. Еще пару человек, которые уже ушли там. Эти люди, в принципе, уже понимали, как работать с командами, какие там проблемы на буткемпе есть, они всегда возникают. Со временем просто было принято решение, что нас купят, и мы будем готовить проект дома для Spirit. Самое важное — это сепарированность пространства для команды, чтобы каждая команда, у нас обычно буткемп был на 2 команды, максимально не пересекалась с другой командой. Плюс это комфорт проживания. Игроки и так будут довольно тесно общаться друг с другом на буткемпе. Если у них будет какое-то место, где они будут чувствовать себя более-менее расслабленно и одиноко, было бы неплохо. Естественно, хорошая линейка компов, которая должна отвечать параметрам турнирным, чтобы они сидели примерно на том же железе, на тех же самых мониторах, которые будут на турнире. Для кайсеров, допустим, это крайне важно в свое время было. Информационная безопасность, потому что в свое время были большие проблемы с дидосами, тем, что команды просто не могли играть. То же самое случай с ВП. Как раз уехали от нас и решили сделать сами, и что у них вышло. Я по образованию инженер информационной безопасности. Я в свое время работал в НИИ, и мы с моим коллегой организовали средней руки системы защиты от DDoS, способы уводов опасности, способов обнаружения триггеров определенных. Я не могу сказать, что мы какой-то Fort Knox были, но какие-то минимальные опасности мы могли отсекать, плюс у нас было несколько каналов интернета, которые мы могли бесшовно переключать. В общем, были свои фишки. Дом у нас был действительно не 5-звездочный отель. Ребята из ВП уже на тот момент больше было им
необходим комфорт. Повар, который работал у нас на буткемпе, тоже их не очень устраивал. У нас была обычная еда, как в столовке. Вкусная, дефолтный хавчик. Ребята втайне от менеджмента договорились, нашли дом в Краснодарском крае, убедились, что там был телефонный интернет на 100 мегабит, подумали, что это отличная идея, и уехали туда. По Стиму легко можно было спалить твой айпишник. Злоумышленники просто, ставочники, я не знаю, кто это был, просто заруинили ребятам игру. Хотя, по факту, я до сих пор считаю, что это была их ошибка. Если брать меня, Сережу и Диму, то мы знакомы уже где-то 20, может быть, там 18 лет. У меня отношения там с Димой иногда на ножах, потому что мы очень любим спорить. В общем смысле мы довольно дружная была команда, и поэтому у нас получилось организовать проект с кузней. Никита тот человек, который, если кратко говорить, то за ним хочется идти вперед. Он начитан, он очень эмпатичен, он умеет вставать на сторону человека и смотреть на проблему с стороны человека. Он не жадный, довольно вдумчивый. Человек, который способен идти на компромиссы. У него большой набор лидерских качеств, которые сумел нас сплотить. У Руслана у нас были довольно жаркие споры там и по поводу организации буткемпа, когда он строился, и переезда в Сербию, и там в Сербии многие моментов, когда все говорили, да, ладно, Руся говорила, что нет, мы должны сразу вот понять, что мы как будем делать. Если мы вдруг, вообще мы как бы соглашались, но тоже не хотели делать, она делала это сама, ставя нас в не очень удобное положение, и со временем как бы приучила нас, если мы приняли какое-то коллегиальное решение, то надо делать всем. Мы просто за это время сильно сплотились. В принципе, сжиться и сработаться с людьми тяжело, а учитывая, что многие моменты были, когда мы просто проводили на буткемпе, там, я проводил времени больше, чем со своей семьей. Приходилось решать там много проблем, там, либо с командой, либо там буткемп только... Вот он достроился, нужно там были установить кровати, помочь там сделать то, проверить интернет, настроить компы. Я просто на буткемпе провел там, по-моему, месяца 2. Как я не развелся, я до сих пор не знаю. Когда я приходил в Spirit, моя позиция называлась «Дима, который решает вопросики». Часть проектов, которые были в доме, тоже были перенесены в анклав, скажем так. Тогда мы занимались еще стримхатами, и была еще стримхата, на которую нужно было ее сменеджерить, то есть посмотреть, как она будет проходить, там, заказать, помочь, поработать с Твичом, пообсуждать всякую фигню и съездить на место. Дима поехал, сделал, вернулся. Потом нужно было там разобраться со всякой закупкой на буткемп. Дима тоже помог, Дима тоже сделал. У нас было мало персонала, на самом деле. То есть вот тот костяк нашей пятерка. В принципе, и решала все проблемы организации, которая была. На тот момент у нас уже было довольно много составов. То есть у нас было там не только Dota, у нас была первая попытка создания Академии Counter-Strike, у нас был работающий дом, был состав по PUBG, и всем этим приходилось заниматься. Никита один, физически не может этим справляться. Сережа у нас, в принципе, как и в нашей организации, изначально занимался всеми деньгами и всей юридической вот этой вот классной шнягой. Димас у нас хороший технарь, поэтому он забрал на себя там техническую часть поддержки компов, закупка дополнительных каких-то агрегатов в дом, там типа ДГУ-генераторы и прочее. Моменты, которые нужно было помочь именно организации, закрывал тогда я. Мы решили к дому открыть еще студию, чтобы делать турниры по КСу, потому что мы хотели искать тогда молодежь в КСе, но не знали, с какой стороны взяться за это. Одна из идей, что мы будем делать тир-2, тир-3 турики, найти там спонсора на это было довольно легко, и плюс просматривать ребят, которые там будут. У нас была сорганизована студия, это был Neon Lab, который там отснял Сильвера, по-моему, в свой момент, там был какой-то чемпионат по Хардстоуну. Потом мы сделали уже кайсерскую историю. Всей студией занимался я. У нас собралась очень хорошая команда. Мы довольно долгое время кастили турниры, даже вышли на какую-то постоянку, все было даже неплохо. Но мы уперлись в два плохих момента. Первое, что в определенный момент нам приходилось бы расширяться, чтобы начать конкурировать. Или хотя бы доедать те объедки, которые нам оставляли всякие рухабы и прочее, потому что они сильно начали расширяться, и даже маленькие турики под себя забирали. Ну и второй момент, ковидная история, тогда уже начиналась. В 2019 году было уже тяжело с кастами турниров и все прочее. Плюс к этому моменту мы уже с Никитой довольно давно разговаривали по поводу Академии. У нас была первая попытка. К концу
концу 2019 года мы уже точно понимали, что нужно будет уже организовывать академию как отдельный формат в Spirit. Это было как раз вот осенью 2019 года мы стартовали. К январю 2019 у нас был сформирован первый состав. И с тех пор, в принципе, я и менеджеры академии, но это не значит, что каждый менеджер Spirit делает только то, что ему это самое, потому что иногда нужно там щит для капитана Америки резко привезти в Сербию, чтобы тебя вся сербская таможня останавливала и фотографировалась. Если нужно что-то сделать для организации, закрыть какую-то дыру, где может прорваться, то это нужно сделать. В какой-то момент даже я занимался еще хедхантерством, HR. Я сидел на сайте, выкладывал вместе с Никитой, мы писали вакансию, потом читали вместе резюме на роль медиадиректора, и там было такое прям... Особенно, когда там попадались киберспортивные чуваки, там вообще классно было. Мы нашли резюме Кости. Это был чувак, который был, в принципе, вообще максимально далек от киберспорта. И мы, в принципе, этого и хотели. Потому что он был молодой, не то, что сейчас уже, горяч собой. Мы с ним сели в ресторане, и вдруг он начал мне затирать про КС. Он неплохо шарил в КСе. Был полным нулем в доте. Потом прошло собеседование с Никитой, нам он понравился, мы его подписали. С того момента перед Костей была поставлена задача, что он должен научиться был играть в доту, чтобы понимать как бы две основные дисциплины Spirit. За 5 лет он сумел апнуть почти там 3500 моментов. Изначально строительство академии в нашей голове представлялось так. Просто наберем команду молодых игроков, самых-самых лучших, которые можем найти в свободном плавании. Однако со временем мы начали понимать, что в свободном плавании оказываются примерно одни и те же игроки. Построение нужно брать уже из какого-то спорта, чтобы была какая-то уже структура и иерархия, чтобы не мы занимались самим подбором, чтобы у нас был отдельный человек, который шарит и варится в молодежном КСе, нам было бы удобнее найти даже, может быть, человека, которого еще не было на ХЛТВ, правильно его обучить и спокойно вырастить из него хорошего игрока. Первая итерация Академии, которая была еще там в году в 18-м, если я правильно помню, была не очень удачной у нас. Второй подход был более правильным. Мы начали серчить ребят в ЦИС-лиге. Тренером Академии был Сережа Хал. И мы, в принципе, собрали неплохой составчик. Тогда уже мы подписали Даню Донка. Это был сложный процесс, потому что бабушка, она сопротивлялась, потому что она не верила, что вот я сейчас пришел, предлагаю им какую-то бумажку подписать, а ребенка на органы потом продам. А ребенку не было еще 16 лет. Мы начали потихоньку развивать эту идею, что у нас было не 5 игроков, у нас было 6-7 игроков. Мы постоянно их свапали. В определенный момент у нас случилась замена тем, что Сережа Хал перешел в мейн-ростер, а Дима Сотов перешел к нам. Димаса я знаю очень давно, то есть он был одним из первых КСеров, который к нам приехал на буткемп. То есть он играл еще тогда в команде Arcade. Я его прям вот таким помню. Мы сразу определили, что вот Дима полностью занимается игрой, и я должен заниматься своими делами так, чтобы ему ничего не мешало, чтобы у него были там турниры вовремя предоставлены, чтобы расписанька там была готова вовремя. Праки он сам забьет, но, допустим, там форма, зарплаты, чтобы вообще его ничего не трогало, он занимался только игрой. И, в принципе, у нас сложился такой тандем, который на протяжении последних 5 лет уже превратился в локомотив. На данный момент, получается, 4 состава. Диме приходится руководить еще тренерами, которые ниже. У меня уже появился там помощник, который... потому что мне следить за всеми составами тоже с ума сойти. Работы стало в разы больше, естественно, потому что и игроков больше, и родителей больше, и больше демок, и больше проблем. Сейчас над Академией в данный момент работают 2 менеджера. Это я и Арсений, мой помощник. И, получается, 4 тренера. Это Дима Сотов, это Касл, Флэшван и Хурслов. Мой обычный день выглядит так, что я просыпаюсь в 7:15 утра, пытаюсь разбудить свою дочь, тащу ее в детский сад, возвращаюсь домой где-то в 8 утра, ложусь спать,
где-то до 10 утра. В 10 я просыпаюсь, потому что, ну, либо у нас сборы уже у старших академий, либо у меня там есть дела, что нужно позвонить кому-то из родителей, кому-то не пришли деньги за девайс-суппорт, нужно заполнить какие-то таблички для турниров, поговорить с тренерами, у которых там какие-то тоже есть определенные там свои жизненные проблемы. Где-то с 10 до 2-3 я обычно занимаюсь такой текучкой. Где-то в 2-3 я захожу в TeamSpeak, у меня там сидят все мои составы, потыкаться, посидеть, у них послушать, что происходит, чтобы быть в курсе того, как дела у команды. Либо я там посижу в Дискорде, где они сидят, разбирают гранаты и все прочее. Ближе к вечеру у меня получается, что я либо там поговорю с каким-то игроком, у которого проблемы есть, потому что я стараюсь сохранять максимально близкий контакт с каждым из наших игроков. Они всегда знают, что можно обратиться ко мне, там, и с игровыми проблемами, и с жизненными проблемами. Очень часто они не могут посоветоваться там, с родителями, потому что, ну, я сам был 16-леткой, и я понимал, что какими-то своими проблемами я точно там у родителей спрашивать не буду. Я лучше спрошу какого-то стороннего мужика в интернете, чем обсужу это с родителями. Ну, или там кому-то буду давать нагоняй. Там у меня многие школьники хотят уйти из школы. Я сижу им говорю, что нет, ты огорчишь родителей, тебе нужно доучиться. Вон, смотри, у нас там есть Боря Мэджикс, который с золотой медалью школу закончил. Не надо мне тут рассказывать, что надо бросить школу, чтобы нормально играть в КС. Потом вечером я либо собираюсь еще раз с Димой, с Этфом, обсуждаем какие-то проблемы, которые есть у основного состава, какие-то дальнейшие планы по основному составу и планы по составам, которые у нас ниже стоящие. И потом я иду петь, я хожу на вокал, вот. Потом я прихожу домой, посплю еще где-то часик-два. Так или иначе, мне иногда необходимо поговорить с Никитой, с Сережей. А из-за того, что я живу в МСК, а не в Белграде, у нас час разницы. Они освобождаются где-то там часам к 11, к 12, у меня это уже 1-2 ночи. Плюс мы можем там, ну, я не знаю, там доту иногда запустить. Плюс там решить какие-то там бумажные вопросы, вопросы по бабкам, вопросы по игрокам. Нужно будет отсмотреть кого-то из новых игроков. Ну, то есть Никита, он внимательно следит за нашим проектом, и поэтому подкидывает там, допустим, какого-то игрока мы не заметили. Там какая-то неудобная ошибка, и поэтому я разговариваю с ребятами, которые делают эту систему, говорю, что там, типа, вот, нам вот это не нравится, нам вот это надо переделать. Часа в 4 утра я ложусь, и в 7:15 я встаю. Ну вот, это мой день. Допустим, мы возьмем набор, который был вот этой зимой в феврале, из чего состоял общий список тех игроков, до отбора, который мы себе составили. В него входило 35 человек, которых мы сами заметили, сами себе записали и сами пригласили к себе на тест. Помимо всего прочего, там был еще открытый набор, в который нам пришло 2700 заявок. Ну, их было больше, их просто осталось где-то 2 с чем-то. После того, как я там вместе с Димой их отсортировал, Дима садился и отсматривал демку каждого человека. 10 секунд нужно было, чтобы понять, насколько человек там плохо или хорош, чтобы передвинуть его в следующий список, уже который мы будем загонять на сервер и мучить в течение последующей недели, смотреть, что они из себя представляют. В этом году мы придумали прикольную фишку, что мы запустили их как... Ну, сделали небольшую лигу для них, неделю играли друг против друга. Мы потом всю эту информацию выгрузили к себе в программу и получили довольно четкие данные по каждому из ребят. То есть даже люди, которые там имели высокий КД, не попали к нам, хотя мы взяли там более низких людей, более с низким КД. Просто потому, что у этих ребят были другие показатели намного выше, чем в среднем по палате. То есть это больше юз-гранат, более высокий процент размена при первом контакте. Наша программа позволяет нам видеть очень много, скажем так, нюансов, которые просто обычная ХД и там рейтинг там ХЛТВ там 2.0, 3.0 не отображает. У нас получилось 365 человек на 15 мест. Дальше простая математика. После голодных игр остается примерно там стак из 20-30 человек. Мы их начинаем гонять на праках, и со временем у нас остается вот там 15-20 человек, которых мы уже точно знаем, что подпишем.
В первую очередь, академия должна закрывать дырки в основе. То есть мы растим игроков в первую очередь для нашей основной команды. Но так бывает, что в ближайшие там несколько лет не будет необходимости, чтобы закрыть какую-то позицию. Ну, допустим, я себе слабо представляю, что нам нужно взращивать сейчас очередного старплеера, чтобы там заменить Даню. То же самое с Авиком. Алим, который недавно ушел из нашей мейн-академии, это неплохой снайпер, он перешел в Heroic. Но мы сразу понимали, что нужно его продавать, потому что, Дима Шира сейчас вне конкуренции. Может быть, это, конечно, грустный нюанс тоже и для наших ребят, да, которые играют на Авике. Они понимают, что они не перейдут там точно в Спирит или что-то еще. Но тот опыт, который они получают, работая с нашими тренерами и с Димой, он незаменим. Многие игроки просто идут ради того, чтобы попасть в нашу основную академию и поработать с Атфом. И Хала, и Диму мы очень высоко ценили. У них довольно похожий подход к построению игры и видению КС. Дима до этого играл с Леней. Какие-то определенные конфликтные ситуации у нас стали возникать между нашим тренером мейн-ростера и нашим капитаном мейн-ростера. И допустить развитие этих, трений мы не могли. Нам пришлось просто сделать рокировку. Я считаю, что наши тренера, как мейн-ростера, так и мейн-академии, это король и королева, то есть это не фигуры разного масштаба. Нельзя переоценить работу Хала и все его заслуги, которые он сделал команде. Так нельзя и переоценить работу Сатфа, потому что те игроки, которые приходят к Халу, да, если мы возьмем ту тройку, которая перешла, это Даня, Зонт и Артфрост, они довольно быстро влились, смогли играть на тир-1 сцене. Серега сам отмечал, то есть их подготовка была выше среднего. То есть они были готовы к игре на тир-1. Да, там были моменты, которые им нужно было понять и подучить. Нет такого, что у нас есть повышение и понижение. Количество игроков, которые прошли уже через Академию Spirit на тир-1 и тир-2 сцене сейчас в СНГ, оно довольно большое. Если ты просто их спросишь, они всегда в первую очередь вспомнят работу Димы, потому что помимо понимания КС, он прививает очень хорошие штуки, такие как дисциплина внутри игры, правильную речь иногда. То есть если там кто-то начинает открывать свой рот, он очень быстро объяснит, что, куда и зачем и почему. У меня не было проблем, чтобы мой игрок из мейн-академии кому-то там что-то кого-то послал, потому что они все следят за собой и понимают рамки дозволенного. Это тоже большая заслуга Димы. Лично я тогда еще не принимал участие в каком-то отборе игроков. Именно менеджерство команды для меня было немного в новинку. Тем более работа с молодыми. Там из огня до вполыми получилось. У меня там подобрался такой коллектив, который, это я не хочу делать, это вообще... Наберу сейчас каких-то там этих самых еще с ними играть. Это Роберт Патти, люблю его до сих пор. Его отсматривал Серега Хал. И он сказал, что чувак либо играет с читами, либо это смурф. И это не какая-то там 12-летка, которая там убивает всех и вся, потому что он двигался слишком хорошо. Нужно понимать многим молодым, которые там пишут, что помимо хорошего аима, и у Дани, и у Максима, у многих выдающихся игроков видно, как они понимают карту, как они понимают, где находится противник, как они понимают, где им нужно находиться, чтобы убить противника. У Дани эти все скиллзы были, сильно выше среднего. Овер передал мне контакт Дани. Мне сказали, что нужно костьми лечь, но подписать человека. Мы много общались с бабушкой Дани. То есть я ей звонил в среднем где-то 1-2 раза в день. Приходилось немножечко сломать свой режим, потому что бабушка живет в Омске. Она довольно ранняя пташка, поэтому она стоит довольно рано и ложится тоже довольно рано. Начинал ей звонить где-то иногда в 5-4 утра, чтобы как раз было у них утро. Мы с ней обсудили нюансы контракта, всякие страшные пункты, есть какие-то выплаты, а зачем эти выплаты, а куда деньги деваются. Я говорю, не на карту вам будут приходить. Сам как родитель прекрасно понимаю, что сильно буду переживать за своего ребенка, если кто-то сторонний будет мне предлагать какие-то деньги. Особенно, если я не очень секу в теме. Но я должен отдать бабушке должное, что она максимально лояльно относилась ко всему. Какой-то лишний вопрос задаст,
все обсудит, все максимально поймет, потом пообсуждает с Даней. Даня тоже ей все расскажет. То есть она старалась максимально разобраться во всем процессе. Мы наконец-то подписали. Началось, скажем так, восхождение Дани. Серега не очень хотел брать его на первые браки, потому что Данька бегал, убивал и не очень слушал, какой план на игру был у Сереги. Там были у нас и старшие игроки, которые тоже, скажем так, он немного трогал их эго. К несчастью, первые турниры Даня, естественно, нас пропускал, которые у нас были там летом, уже ближе к осени, потому что ему еще не стукнуло 16 лет. Но мы вот ждали и готовились выпустить его из клетки. Даня по факту играл там 2-3 прака в неделю и в основном гриндил фейс. На каких-то серьезных турнирах он не мог принимать участие. И мы потом начали фармить, прям было классно. Мы тогда как раз сражались с Маузами, с Маус Академией, где тогда играли ребята, которые потом уже перейдут намного выше и будут доставлять некоторые проблемы уже нынешнему составу. У нас были небольшие проблемы с капитаном, то есть мы все время находились в поисках капитана, чтобы тоже возрастить себе человека, который будет руководить командой. Это чрезвычайно сложно сделать. В определенный момент у нас сел Димас на капитана, и вот тогда как раз началась прям эра, когда мы забрали, по-моему, за полгода все турики, которые мы могли сыграть. Мы либо занимали второе место там, потому что, реально была большая нагрузка, либо мы занимали первое. Но я помню, что у нас был промежуток времени, когда у нас за 17 дней каждый день была официалка. Либо 2. Ребята, когда перед тем, как попасть в мейн-ростер, прошли такой довольно жесткий путь. Мы следим за игроками таким образом, даже там, если брать Даню. После подписания контракта общение с бабушкой никак не прекратилось. Плюс я разговаривал с Даньком, потому что у нас бывали моменты, когда мы заканчиваем праки, а Даня спит. Он просто сопит в тимспике, потому что для него это как бы было уже 5 утра, а ему там в 12 или там в 10 нужно уже идти в школу. Это нам еще повезло, что он смог перевестись и учился во вторую смену, да. Это нам очень повезло, что он так сделал. Потому что, грубо говоря, когда он приходил домой со второй смены, у нас как раз начинались праки и шли до поздней-поздней ночи. Я примерно знаю проблемных игроков. И я знаю игроков, с кем нужно общаться. И я прозваниваю их родителей. У меня есть все родители в телеграм-чатике. Или мне, допустим, пишут, что там ухудшились оценки. Он там не спит и рассказывает мне, что это его заставили не спать наши. Я прихожу в TeamSpeak, набираю там нужного человека, перетаскиваю к себе в комнату и говорю, зачем же ты врешь, что мы тебя заставляли не спать ночью и не идти в школу. То, что я сам отец, мне тоже помогает. Всегда могу поставить себя на место отца, который говорит мне, нет, я там не буду подписывать эту бумагу, это вообще какой-то бред. То есть я никогда не психую, даже если они начинают, не то чтобы грубить, но, скажем так, немножко перегибать палку. Я всегда понимаю, что для родителя защитить своего ребенка, а он думает, что он защищает, всегда первостепенная задача. И также я, допустим, всегда понимаю, что повесить лапшу на уши родителям со стороны детей — это тоже первостепенная задача, которую они пытаются исполнить, рассказывая о том, что у нас тут 18-часовые тренировки, поэтому, когда они запускают фейсы в 2 часа ночи, это то, что им сказал делать тренер. И поэтому мне приходится балансировать между игроками и говорить им, что поиграй с друзьями в фейсы, да, но имей какие-то рамки. И также говорить родителям, что да, я обязательно и разговаривать потом с детьми, что не надо бросать школу. Много разных нюансов, которые мне приходится решать, которые, довольно бытовые. У нас за время существования нашей академии выстроился определенный список правил, которые нельзя нарушать. Даже самые строптивые мальчики у нас со временем становятся мягкими и похладистыми. То есть они выпускают свою строптивость где угодно, но не у нас. Опоздание выше, чем на 5 минут у нас в академии карается штрафом в 10% от зарплаты. И дополнительно к этому идут еще 10 тысяч ботов. 10 тысяч ботов — это примерно, где-то час твоего времени. У нас были персонажи, которые набивали себе 50 тысяч ботов. С последним составом, когда мы выезжали на буткемп, мы всегда готовили шашлыки за их деньги, потому что за время их, что Максим, что Рома Макуджин, который сейчас у меня, что Алим, что там вся пятерка. У меня, в принципе, набиралось из этих 10% их
хорошая сумма, что я там уже могу и креветки пожарить, там говядинку вырезку взять, там уже, ну, там нормально набирался. Проспать там вот буквально там 2-3 минуты с Димой нельзя, ты сразу получишь штраф. Но и все равно там они умудрялись там приходить там не ровно в 0:0, а там в 0:5, в 0:9, точнее в 10 минут. А в младших составах, если тренеру не хватает силы заставить там или переселить ребенка, там подключаюсь я, подключаюсь Дима. Дима с ним поговорит по поводу его будущего, что он не захочет видеть такого человека у себя и токсичного, и какого-то в академии. А я просто с ним поговорю, потом поговорю с его папой, мамой, и потом мы с двух сторон, скажем так, его нежно обнимем, и ребенок чуть-чуть расслабится. За все время существования Академии, наших 5 главных успехов, я, наверное, считаю, что то, что Дима стал тренером Академии, это определенный успех. Он прирожденный человек, который готов работать с молодежью. Он максимально правильно их понимает, он может всегда присесть, скажем, не знаю, так можно сказать, на колени до их уровня и объяснить им спокойно, их языком, что он хочет от них. Он очень вдумчиво объясняет. Короче, он супер крутой. Ну, на втором месте, естественно, Донг. Как бы тут как без этого. На третье место я бы поставил, в принципе, ту систему, которую мы организовали в Академии, которые со временем, ну, сейчас будут копировать многие и уже пытаются копировать. Это огромное наше достижение, потому что вот по факту сейчас прошло полгода, как мы выстроили эту систему из, даже уже больше, из такого количества составов. Он уже показывает свою работу, да, у нас забрали Алима, мы сразу перевели парня из более младшей академии. У нас забрали Макса, мы там перевели одного сначала, Мазая, он поиграл, у него там сейчас проблемы со школой, мы его вернули в более лайтовый режим, перевели Куросу. Эта система работает. Главное просто сохранять ее в балансе. Я могу сказать еще заслуга тем, что, правда, большое количество игроков, которые играют сейчас и в тир-1 коллективах, и в тир-2 коллективах, выходцы из нашей академии, так или иначе мы привили им свой менталитет. И помимо того, что хорошо играют, они нормально общаются. Они, скажем так, оздоровляют эту токсичную среду киберспорта, которая в свое время была. Мне хотелось бы, чтобы профессиональные игроки были, в первую очередь, помимо игроков, еще были профессионалами. Понимают, как общаться в новом коллективе, как себя представлять в СМИ и в медиа. В принципе, это мы тоже стараемся брать игрокам. В принципе, работа в Spirit, то есть даже в самом названии уже много что заложено. Мы должны быть как в мультике «Маугли», одной крови. Человек должен стремиться к тому, чтобы делать свою работу. Ну, ему, во-первых, было делать свою работу в кайф. Ты должен просто быть частью команды, которая на самом деле довольно большая. Она разношерстная абсолютно. У нас есть люди там с разными взглядами, с разными ориентациями. Это круто, что они есть, потому что ты видишь весь коленкор и палитру всего человечества, представленный у нас Spirit, в общем. Ну, просто ты должен быть хорошим человеком. Я не знаю, как это сказать. Человек, который пришел сюда работать и стремится к тому, чтобы эта команда стала там самой лучшей. К сожалению, у меня нету образования для работы с подростками и детьми. Я действительно стараюсь там что-то почерпнуть там из дефолтных учебников по работе с детьми и подростками. Сейчас, кстати, выбрал себе, там есть небольшая серия Советского Союза. Почитал, кстати, европейскую. Там слишком все нежно и мягко, это не наш вариант. Я с детства увлекался книгами по психологии. Скажем так, мое хобби в свое время было. Плюс у меня были курсы по психологии в институте. Стараюсь всегда услышать ребенка. Я стараюсь их не просто услышать и не просто сказать им какое-то решение, типа сделай так. Кому-то я рекомендую там посмотреть какой-то фильм, мультфильм, написать мне эссе по этому поводу. Кому-то я могу кинуть вырезку из определенной книжки, там посоветовать поиграть в какую-то прикольную игру, но я знаю, что о чем игра это там, ну просто чтобы опыт там, чтения этого произведения, просмотра этого фильма, они поняли, что я хочу до них донести. И если, допустим, я вижу, что там в эссе или в каком-то объяснении мне они не дошли до этого, да, мы отдельно еще раз поговорим и постараемся объяснить. С чем я сталкиваюсь? С тем, что они не умеют слышать друг друга. Или они думают, что раз я сказал вот так вот, как я сказал, это
ну, меня обязаны услышать, я же себя услышал, а что другой человек может не понимать данный конструкт, который ты высказал, они об этом не думают. Прям если брать совсем мелких, да, даже постарше, мы там разбираем моменты, что в первую очередь ты играешь в команде, ты не один, тебе нужно учиться слушать, стараться доносить информацию, которую ты пытаешься донести так, чтобы тебя услышали. Можно повторить там 20 раз, можно сказать каким-то там языком, который более понятен твоему сокоманднику. То есть как-то отдельно поговорить с ним, пойти нарисовать ему на карте, подсмотреть демку или пробегать на карте. Как-то так донести свою информацию, чтобы она была точно услышана. Помимо того, что мы ищем подход к ребятам, ребята же тоже ищут подход к нам. И этот подход нужно тоже увидеть. Все ребята, которые у нас играют, они довольно открытые. Даже самые закрытые пацаны, которые там Dead Inside из себя строят, когда мы останемся там 1 на 1, или что-то еще, они всегда захотят там поговорить, высказаться, чтобы они тоже хотят быть услышанными. И важно это не пропускать. Работа есть работа. С первых секунд общения, когда я только знакомлюсь с человеком, я говорю: смотри, это контракт, пожалуйста, внимательно его прочитай, чтобы там у тебя в первую очередь, у твоих родителей не было вопросов. Подписывают игрок и родители. Сразу стараюсь им объяснять, что контракт — это важно, что они должны исполнять, что это уже работа, что тебе за это платят. Если ты выбрал такой путь, то ты должен уже относиться к этому как к работе. А после работы вы свободные просто ребята, которые занимаются одним и тем же. У них все равно появляется время на общее времяпрепровождение, потому что мы сами себя никогда не ставим выше ребят. То есть нет такого, что мы там командуем, а вы там мусор из-под ногтей. Поэтому вы просто слушаетесь. Когда-нибудь вы станете там хорошими игроками. Нет, такого нету. Мы действительно старше, и мы там несем за них ответственность. Наше слово — закон, но нет такого, что мы как-то там лучше люди, чем они. Даже если просто считать математически, срок итерации одного состава где-то 1,5 года в старшей академии. И не все 5 игроков попадут в мейн-ростер. Следовательно, там буквально за 8-9 лет таких итераций все эти игроки будут хорошего, то есть хорошего уровня, они будут занимать места в других командах, и то, что я и Дима сможем им привить, будет очень сильно влиять на весь киберспорт в СНГ и Европе. Как они будут относиться, как они будут себя вести на тех же стримах. Люди будут брать с них пример. И следующая молодежь, которая уже идет, уже смотрит не на Симпла, того же самого, а на Даню наравне, она по-другому мыслит, она не такая токсичная, она реально другая. И я прекрасно понимаю, что мы в том числе на это повлияем. Точнее, повлияли уже и повлияем еще больше. Поэтому да, про наследие я всегда думал. И не то, чтобы я уже подошел к такому возрасту, что мне нужно думать там уже, что сына вырастил, дерево посадил и все прочее. Но мне хотелось бы оставить какой-то свой след в киберспорте. Я его точно оставлю. Мне не хватает усидчивости и старания, на самом деле. Я такой человек, что если можно сделать в последний момент, я сделаю в последний момент. Последние там года 2-3 я за собой заметил, это и у Донку увидел, и у Артема Артфроста, и у Мирика того же самого, и у Димы, что они очень целенаправленные. Это одна из тех критерий, которые я уже сейчас могу сказать, что вот получится там из него киберспортсмен. Там не тир-1, тир-2, уже там, это уже градация не для меня, да, а вот в принципе, вот киберспортсмен из него получится или нет. Какое-то упорство, ставлю цель, не вижу препятствий, или это, знаешь, такая какая-то анимешная сюненовая хрень, что вот я должен там стать, я должен побороть. Ну, я стараюсь ее себе тоже привить, потому что я стараюсь уже многие дела не откладывать на последний момент, а делать как-то уже в текучке. Ну, а еще потому что если я буду делать в последний момент, там в последний момент столько накапливается, что там вообще просто я сижу и рыдаю, смотрю на это. Работа в Spirit и в целом в киберспорте сделала из меня распиздяя. Ну, опять же, про распиздяя считают мои родители, потому что мы живем в одном доме, просто на разных этажах. И они всегда думают, что, раз я сижу дома,
значит, я ничего не делаю. Мне просто с неба капают деньги. Ну, а так, работа в Spirit, не знаю, она сделала меня, наверное, счастливым человеком, в первую очередь. Я всегда был довольно добрый и эмпатичный парень, поэтому я не могу сказать, что там я какой-то там подобрел или что-то еще. Раздобрел, да, но я просто, наверное, просто счастлив. Вот и все эти кучки, и всему, что происходит. Я просто смотрю сериал, на самом деле. Все, что ты видишь, это просто длинный сериал, у него разные сезоны. Там герои приходят и уходят, но это все очень большой ситком. Я вижу Spirit через 10 лет просто на уровне хорошего футбольного клуба. Я прекрасно понимаю, что проект Академии не будет стоять на месте, и мы его будем только усовершенствовать. Терять уровень класса в наших мейн-составах мы точно не будем. Какие составы там добавятся, какие уйдут, тут уже зависит от рынка. Ну а так, дальше мы продолжим расти, продолжим набирать людей, вот этих вот программистов, всяких медийщиков очень нужных. Будем снимать друг друга через 10 лет еще больше, вести еще больше социальных сетей. В общем, там классно будет. Через 10 лет, на самом деле, сложно сказать, потому что время летит так быстро, на самом деле. В ноябре будет 10 лет, как я в киберспорте. Вот эти 10 лет, они пролетели просто как одно мгновение. Буду дальше решать задачи и вопросы, которые будут ставиться передо мной. Я бы очень хотел дальше заниматься академией. Реально работа с молодежью, она прикольная. Я получаю от этого определенный кайф. Может быть, конечно, у меня там нету каких-то амбиций ездить по всяким этим тир-1 турикам, выигрывать там вместе с командой трофеи и все прочее. Я лучше приеду на этот такой же турик, сядем посмотрим этот турнир, потом выпьем, потом уеду. Мне больше нравится такой формат проведения турнира, чем бегать там и с ума сходить. Будь что будет, типа. У меня так, в рыцарское это самое. Делай, что должен, и будь, что будет. А дальше хрен его.